Всем привет! С вами Леший, и вы на канале Добрых Стримов. В этом ролике я расскажу, как играть за Тика. Тик — это мой любимый персонаж, поэтому я решил начать серию гайдов именно с него. Да, это мой самый первый ролик по Бравл Старс, поэтому я буду рад любому отзыву в комментариях. Начнем с главных особенностей Тика. Тик — метатель, но от других метателей он отличается своей дальностью и разбросом атаки. Поэтому он идеально подходит для того, чтобы перекрывать проходы для врагов, поддавливать других метателей, дальников. Из-за этих особенностей он классно играет даже на открытых картах, в отличие от других метателей. Конечно, в подходящих режимах. Пойдем по режимам. Самый крутой режим для Тика — награда за поимку. Здесь он царь и бог. В этом режиме для Тика подходят любые карты. Такая же история с нокаутом, он там тоже очень силен. Там не подходит лишь полностью раскрытая карта с шипами посередине. Не помню, как она называется, напомните в комментариях, если знаете. Из других режимов Тику подходят некоторые карты на горячей зоне, в основном, где одно кольцо и есть стенки. Подходит осада с закрытой картой, той, на которой много препятствий. Подходит парное столкновение, также на закрытых картах. В захвате кристаллов и броуболе играть можно только при наличии хорошей тимы, так как вытащить всю игру Тик не сможет. Но при прямых руках сможет удержать и продавить свой фланг и помочь тиммейтам на миду, что тоже очень круто. В одиночном ШД Тик бесполезен, так как его очень легко убить, и любой ассасин просто первым же взрывом его убьет, например, Эдгар. А при тиминге его закрытие тоже самым первым. То же касается и ограбления. Тик ужасно не подходит для данного режима, так как у него слабая атака по сейфу. А если Тик останется в дефе и какой-нибудь танк пройдет к вашему сейфу, то все, вы не сможете сделать вообще ничего. Теперь я расскажу про основные фишки стратегии при игре на Тике. Я насчитал их 5. Первая фишка. Никогда не автоатачьте в реальных врагов. Вы должны кидать мины Тика на опережение врага, пытаясь предугадать, куда он идет. Легче всего понять эту стратегию в самом начале матча. Когда вы только появляетесь и идете на центр, киньте 1-2 заряда в центр, где появляется звезда или гем. Либо перекройте минами проходы, по которым пройдут противники, если карта закрытая. Если вы видите, что противник взял мяч или идет к вам, кидайте по его траектории движения. Это реально важная вещь, которую многие новички забывают. Не автоатачьте за Тика. Вторая тонкость игры на Тике. Не кидайте в одно место сразу все заряды. Чаще всего достаточно одного заряда в проход на центр, чтобы противник туда не прошел. В идеале ваша игра должна выглядеть так. Вы кинули один заряд. Пока мины лежат, подошли или отошли. Затем кинули еще один в место, куда захотят пойти враги. Если у врагов несколько проходов, то потратьте 2 заряда, по одному на каждый проход. Если враги идут в вашу сторону, отходите и кидайте в промежуток между собой и противником. Старайтесь, чтобы у вас всегда в запасе был хотя бы один заряд. Кидайте мины с равномерной частотой и не тратьте их все разом в один проход, иначе противник переждет некоторое время и потом легко пройдет через проход, и вам будет очень сложно с ним что-то сделать без зарядов. Третья фишка работает, если вы играете за Тика против персонажей, которые могут быстро влетать. Например, против Мортиса, Дэрила, Эдгара. Берегите свою ульту и не тратьте ее впустую. Дело в том, что противники имеют меньше желания запрыгивать на вас, если у вас в наличии ульта, и они будут ждать, когда вы ее используете. Это позволит вам спокойнее продавливать фланги и играть дальше. Но если против вас нет врывающихся оппонентов, ульту можно не беречь. Четвертая фишка связана с гаджетом Тика на поглощение урона. Когда в вас кто-то врывается, обычно вы кидаете мины под ноги и сразу жмете гаджет. Так вот, старайтесь пододвинуться так, чтобы во время прожатия гаджета вы были не между противником и минами, а противник был между вами и минами. В таком случае, взорвавшись, вы отправите противника на мины и нанесете ему огромный урон. А если при этом у вас еще и суперудар наготове, тогда у противника не останется шансов и часть соперников сразу умрет. Также не забывайте ловить гаджетом чужие суперудары. Хоть гаджет и ослабили, он по-прежнему хорошо работает. Например, у вражеской тары загорается круг под ногами, и она находится рядом с вами. Сразу прожимайте гаджет. Тогда вам пройдет меньше урона от ее суперудара, а чертик от пассивки тары будет откинут в сторону или вообще умрет. Пятая фишка связана с правильным использованием супера Тика. Если на вас никто не нападает и вы хотите кинуть голову для атаки на не самых близких врагов, старайтесь прожимать супер не автоатакой, а
кинуть голову либо за ближайшую стенку, либо за собственную спину. Во-первых, это сделает маршрут головы непредсказуемым для соперника. Во-вторых, ее сразу не убьют. Когда вы просто кидаете голову автоатакой, она появляется рядом с вами и по прямому пути бежит к врагам. Одновременно с этим враг может начать стрелять в вашем направлении, и тогда он просто убьет голову за первые секунды, и она не достигнет цели. Есть еще один полезный совет, но не стану выделять как отдельную фишку. Старайтесь тиком не умирать. Это может прозвучать банально, ведь подходит для любого бравлера, но у тика есть особенность, он хорошо перекрывает проходы. Пока вы живете, вашим соперникам очень тяжело забить вам гол, спокойно собирать гемы или занимать горячую зону. Если вы на данный момент плохо играете на тике и просто начнете внимательно следить за тем, чтобы жить как можно дольше, побед станет сразу же больше. Конечно, вы не сможете в соло сдержать 3 соперников в броуболе, но, к примеру, если во время забеса в живых останетесь лишь вы и один соперник, у него будет мало шансов что-то сделать при вашей грамотной игре. Немного расскажу о звездных силах. Смотрите, обе пассивки хороши, но мне больше нравится пассивка на ускорение регена здоровья. С ней вы будете спамить атаками без остановки, потому что даже если вам кто-то нанесет урон, между атаками вы будете быстро начинать хилиться. Пассивка на ускорение перезарядки подходит лишь на закрытых картах и не в таких режимах, как в Роу-Болл, где ваши противники не будут до вас доходить и на которых редко берут контр персов. Тика контрят Мортис, Эдгар, Бас, Дэрил. Остальные танки тоже доставляют проблемы на полуоткрытых и открытых картах, так как Тику сложно их убить, а они до него быстро дойдут по открытому пространству. Мортис и Эдгар смогут сильно закошмарить Тика, но с ними проще играть, если вы будете использовать все мои фишки. К примеру, вы играете против Мортиса в награду за поимку. Вы просто держите суперудар непотраченным, а если Мортис все же решится на вас прыгнуть, быстро кидаете мину по себе под ноги, прожимаете суперудар автоатакой и жмете гаджет. Если Мортис при этом улетит на мины, он будет мертв и больше не станет врываться в вас, пока у вас есть суперудар. Как вы уже поняли, Тик сложный бравлер. На нем многие делают грубые ошибки и не могут апнуть кубки. Но в прямых руках Тик с гаджетом становится очень неприятным, надоедливым персонажем. Не зря в силовой лиге его банят очень часто, чуть ли не в каждой игре, при том, что он совершенно не является метой. Надеюсь, мои советы помогут вам стать про-игроком на этом очень интересном бравлере. Кстати, напишите прямо сейчас в комментариях, сколько у вас кубков на Тике и где вы их апали. А также напишите, узнали ли вы что-нибудь новое из моего гайда или все советы были банальными. Ролик сопровождался видео моей игры на Тике. Все матчи сыграны с рандомами, на кубках около или выше 750. Если вы хотите еще лучше понять принцип игры на Тике, настойчиво рекомендую вам еще раз внимательно пересмотреть все мои бои из этого видео. Там вы увидите, как правильно выполнять все, о чем я рассказываю. Я подобрал реально крутые и очень эпичные бои, особенно ШД в конце, которые заслуживают вашего лайка. На этом я с вами прощаюсь. Я запишу следующий гайд, когда увижу по вашей активности, что подобный формат роликов интересен. Также хочу рассказать, что я регулярно провожу ламповые добрые стримы. Чтобы их не пропустить, подпишитесь на канал. До новой встречи, друзья! Добрых вам тиммейтов и вежливых соперников!